ибо он генерирует кванты света, фотоны. А если более точно, то лазер – это устройство, преобразующее энергию накачки, будь то световую, электрическую, тепловую, химическую или другие виды типа энергии, в энергию когерентного монохроматического поляризированного узконаправленного потока излучения. Уверен, что это для вас прозвучало как абракадабра. Поэтому давайте начнем с самого начала и рассмотрим, как устроен лазер. Вся магия начинается с лампы накачки. Чаще всего это просто мощная импульсная лампа. Она устанавливается так, чтобы как можно эффективнее излучать свет в активную среду. Например, в первом лазере лампа накачки имела форму спирали. Лампа накачки делает ту же функцию, что и батарейка в вашем фонарике, то есть обеспечивает энергией. Только если батарейка использует для передачи энергии провода и электрический ток, то лампа накачки передает энергию светом, а частицы света – это фотоны. То есть лампа накачки передает энергию в активную среду фотонами. Активная среда же имеет цилиндрическую форму и помещается в оптический резонатор. В простейшем случае он представляет собой два зеркала, установленных друг напротив друга, одно из которых полупрозрачное. Через него луч лазеря частично выходит из резонатора, а частично возвращается. И отражаясь от зеркал, пучок излучения многократно проходит по резонатору, вызывая в нем все новые и новые индуцированные переходы. Дело в том, что активная среда сконструирована таким образом, что ее атомы могут находиться в трех энергетических состояниях. Обычно их называют Е0, Е1 и Е2. Дело в том, что согласно так называемой модели атома Бора, электроны в атоме вращаются по орбитам и способны обладать лишь определенными величинами энергии и переходить с одного энергетического уровня на другой лишь скачками. Разница между энергетическими уровнями определяет частоту кванта света, выделяемого или поглощаемого при переходе электрона между уровнями. Чем выше орбита, тем больше надо энергии, чтобы атом перешел в бета-энергетическое состояние, а чем ниже орбита, тем соответственно надо меньше энергии. Например, скачок между орбитами снизу вверх, низкого энергетического уровня на высокий, происходит при резонансном поглощении фотона. То есть, если фотон имеет длину волны, равной разнице между энергетическими уровнями, между которыми может произойти скачок вверх, он поглощается атомом, и атом переходит в это высшее энергетическое состояние. Назовем этот уровень Е1. А если же атом по каким-то причинам переходит с высшего энергетического уровня на низший, а энергии ему там соответственно надо меньше, поэтому оставшаяся энергия будет излучена в виде фотона. Опять же с длиной волны, которая будет равной разнице между энергетическими уровнями, между которыми произошло падение атома на низший энергетический уровень. Давайте назовем этот низший уровень Е0. Этот уровень – это естественное состояние атома. Без энергии извне атомы активной среды всегда будут находиться в этом состоянии. Так вот, физической основой работы лазеря служит явление так называемого вынужденного индуцированного излучения. Суть явления состоит в том, что возбужденный атом, то есть атом, который уже перешел на высший энергетический уровень Е1, способен излучить фотон под действием другого фотона без его поглощения. При этом излученный фотон имеет ту же длину волны, что и вызвавший излучение фотон, то есть является его точной копией. И если в активной среде большинство атомов перейдут на высший уровень Е1, то они будут излучать фотоны под действием других фотонов. Причем каждый новый излученный фотон вызовет новое излучение, а тот следующее, и так по цепочке. Таким образом, по закону сложения волн происходит усиление свету, поскольку все фотоны имеют одну и ту же длину волны. Активная среда может быть кристаллом, газом, красителем, оптоволокном и много чем еще. Например, первый лазер, сделанный физиками Александром Прохоровым и Николаем Басовым, использовал в качестве активной среды кристалл рубина с вкрапленными атомами бора в молекулярную решетку кристалла. Но какое бы вещество ни выступало в качестве активной среды, то все равно вероятность того, что случайный фотон вызовет индуцированное излучение возбужденного атома в среде, в точности равняется вероятности поглощения этого фотона атомом, находящимся в невозбужденном состоянии.
То есть, если среда излучит фотон, то она же его и поглотит. Поэтому для усиления света необходимо, чтобы возбужденных атомов в среде было больше, чем невозбужденных. Это так называемая инверсия населенности. В состоянии термодинамического равновесия это условие не выполняется. Поэтому используют различные системы накачки активной среды лазеря – оптические, электрические, химические и другие. Как мы уже говорили, в простейшем случае это импульсная лампа, установленная над активной средой. Лампа излучает первичные фотоны, тем самым нарушает термодинамическое равновесие среды, внося энергию извне, и тем самым заставляет атомы активной среды перейти на высший энергетический уровень. Причем атомы переходят не на один уровень вверх, а сразу на два, на орбиту Е2. Правда, они оттуда практически сразу падают на Е1, и этот переход вынужденный, он безизлучательный, но на возбужденном уровне Е1 атомы могут находиться достаточно долго, разумеется, по квантовым масштабам. Поэтому в процессе накачки возникает инверсия населенности. То есть лампа накачки поддерживает инверсию населенности непрерывно. Атомы активной среды за это время успевают много раз сбросить энергию. Поэтому лазерная вспышка при внимательном рассмотрении, например, на сверхскоростной съемке, выглядит как гребенка из десятков и сотен очень коротких импульсов, а сам такой режим называется питч-клон. Но также есть импульсный режим работы лазеря. Суть этого режима, чтобы быстро открывать и закрывать затвор, который делает переднее стекло непрозрачным в закрытом состоянии, а в открытом соответственно прозрачным. Дело в том, что в непрерывном работе режима лазеря только немногим половина атомов активной среды переходит на высший уровень Е1, а в импульсном же режиме, когда затвор закрывается, он перекрывает путь фотонам наружу, и все фотоны возвращаются в резонатор, и добротность лазерного луча падает до нуля, и вся энергия лампы накачки станет уходить на возбуждение атомов активной среды, и почти все атомы перейдут на высший энергетический уровень Е1. А когда затвор откроется, следовательно количество возбужденных атомов достигнет максимума, тогда добротность резонатора мгновенно возрастет до максимума, и вся накопленная энергия выплеснется в виде очень короткого импульса огромной мощности. Этот вариант работы лазеря именуется режимом модуляции добротности. То есть мы концентрируем энергию в очень короткий промежуток времени, тем самым делая гигантский импульс десятки и сотен гигаватт. И чем меньше период времени, тем мощнее лазерный пучок излучения. Такие лазеры бывают величиной с пятиэтажный дом и используются, например, для получения термоядерного синтеза из-за их огромной мощности. Но в каком бы режиме лазер ни работал, генерируемое лазером излучение является монохроматическим, то есть имеет один цвет одного или дискретного набора длин волн, поскольку вероятность излучения фотона определенной длины волны больше, чем близко расположенной длины волны, связанной с уширением спектральной линии, а соответственно и вероятность индуцированных переходов на этой частоте тоже имеет максимум. Поэтому постепенно в процессе генерации фотоны данной длины волны будут доминировать над всеми остальными фотонами. Кроме этого, из особого расположения зеркал в лазерном луче сохраняются лишь те фотоны, которые распространяются в направлении, параллельном оптической оси резонатора, на небольшом расстоянии от нее. Остальные же фотоны быстро покидают объем резонатора. Поэтому, грубо говоря, все излученные фотоны будут иметь одну и ту же длину волны импульса, и все они будут поляризированы в одной плоскости. То бишь излучение является абсолютно когерентным, поэтому фотоны будут лететь как бы параллельно и не будут мешать друг другу. Лазерный луч невозможно разложить призмой на спектр, как обычный свет, потому что в лазерном луче попросту нету спектра, а только одна длина волны, или в определенных случаях дискретный набор длин волн. Если же сравнить свет лазеря с естественным светом, то будет видно, что последний не способен иметь настолько резкий фокус. У твердотелых лазеров он близкий к дифракционному пределу, и благодаря концентрации в узком луче огромной энергии, лазер способен передать этот луч на гигантские расстояния, избегая рассеивания и ослабления, присущих многоцветному свету, то бишь естественному свету. Эти качества лазеря превращают его в незаменимый инструмент для человека в медицине, науке, производстве и вообще где бы то ни было.